Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 9 марта, выпуск промежуточный, и в начале нашего выпуска я вам хочу напомнить, что в комментариях к нашему вчерашнему выпуску вы можете оставлять свои вопросы, на которые я отвечу уже завтра, в пятницу, 10 марта. Еще раз напоминаю, что в комментариях к нашему вчерашнему выпуску вы можете оставлять свои вопросы. Перед тем, как оставить вопрос, пишите, пожалуйста, слово «вопрос», чтобы я знал, что комментарий содержит вопрос. Или ставьте просто знак вопроса впереди, в начале предложения. Дальше формулируйте вопрос. Большое спасибо за понимание. Так, теперь перейдем к сегодняшним событиям. Надо сказать, что грузинская оппозиция двухдневными протестами добилась того, что грузинские власти, по крайней мере, на сегодняшний день собираются отозвать законопроект об иноагентах. Это практически полная копия закона российского, по крайней мере, в основных параметрах полностью повторяет российский закон. Было полностью это инспирировано со стороны российского руководства. Принятие этого закона. Мы уже говорили многократно о том, что современное грузинское и российское руководство имеют плотные контакты. Наконец мы с вами увидели, что люди, которые вышли на улицу, могут добиваться того, чего хотят. На сегодняшний день еще не полностью все требования удовлетворены, но основное требование снять с повестки этот законопроект, все-таки это выполнено. На мой взгляд, конечно, было бы правильно добиваться освобождения политзаключенных. Всех, кто был арестован во время акций протеста, должны отпустить. Это должно быть основным требованием. И также, я считаю, это мое личное мнение, должен быть освобожден бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Как бы мы ни относились к нему, с какой бы позиции мы ни смотрели на его деятельность, как бы мы не хвалили или не осуждали его, человек не заслуживает того, чтобы быть политзаключенным. Любой человек, в том числе и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Те преступления, которые ему инкриминируют, они ничтожны. Я считаю, что Саакашвили должен быть на свободе. Так, я считаю, что это уже неплохие новости. Путин взбешен ситуацией в Грузии. Он не ожидал, что так быстро закончится хаос. Грузины приходят к какому-то более-менее правильному знаменателю. Еще раз скажу, нельзя не переоценивать, нельзя недооценивать, извините, я неправильно выразился, нельзя недооценивать вклад уличного протеста в то, что прогнулись грузинские власти. Так, далее Эрдоган. Эрдоган сегодня высказался в плане того, что Швеция и Финляндия вступят в НАТО только при выполнении условий Турции. Надо сказать, что Турции довольно серьезно прищемили хвост, и параллельный импорт, который шел через Турцию, в значительной мере сократился. Об этом говорят огромное количество источников, об этом докладывают президенту России Владимиру Путину. Есть ключевые вещи для российского военно-промышленного комплекса, которые все-таки Турция не отважилась полностью ликвидировать, все-таки везут серым импортом, но по многим параметрам импорт значительно сократился. Серый импорт через Турцию, когда поставляли санкционные товары. И еще раз повторяю, не все. Все-таки военно-промышленный комплекс России продолжает Турция снабжать некоторыми элементами, скажем так, двойного назначения. По поводу высказывания турецкого руководства насчет вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Доиграется, я думаю, Эрдоган, доиграется до тех позиций, когда его мнение перестанут просто слушать и могут попросить, если он будет сильно упорствовать, на выход. Не уверен, что так произойдет, но, на мой взгляд,
Эрдоган еще не полный идиот и все-таки, вероятно, согласится на какие-то более-менее разумные вещи. Далее, сегодня Россия ввела санкции против 144 представителей Литвы, Латвии и Эстонии, запретив им въезд. Сильно расстроились, уверен в этом, очень сильно расстроились парламентарии из стран Прибалтийского региона, очень расстроились и министры, которым запретили въезд, собирались все вместе посетить российскую глубинку, пожить в разных городах российских. Я так думаю, что мечтали переехать все вместе в Магнитогорск или в Челябинск, ну или в какую-нибудь совсем уже глубокую провинцию, и там обосноваться. Это я, конечно, шучу. Шутки, конечно, мягко скажем, не очень веселые, но как есть. Вот такими методами отвечает Россия на те санкции, которые вводит Запад. Такая мелкая и абсолютно не болезненная месть. Теперь давайте немножко подведем итоги так называемой зимней кампании. Вернее, большого зимнего наступления вооруженных сил Российской Федерации на фронте. В сущности, анонсированное широко и проведенное большое наступление закончилось практически и фактически ничем. Если не считать громкой победы, громкой, опять-таки, говорю сарказмом, в Солидаре погибло огромное количество людей, погибло огромное количество людей с обеих сторон, но со стороны России погибло, конечно, гораздо больше и бойцов ЧВК, и бойцов вооруженных сил Российской Федерации. Но давайте опять-таки оценим эти победы. Солидар — город, где до войны проживало, если не ошибаюсь, поселок городского типа, так называемый ПГТ, да? Я скажу, что до войны там, по-моему, проживало, если мне не изменяет память, то ли 10,5, то ли 11 тысяч граждан. Да, совсем небольшой такой населенный пункт. Но вот Бахмут до сих пор не взят, до сих пор идут бои. Огромное количество людей погибает каждый день. И пока непонятно. Судьба Бахмута пока неизвестна. Да, поддавливают изо всех сил. Вероятно, все это так называемое большое зимнее наступление, которое идет уже более 1,5 месяцев. Давайте говорить откровенно, ведь оно идет уже действительно более 1,5 месяцев. Оно, видимо, и закончится всего взятием Солидара и, возможно, еще раз подчеркиваю, возможно, взятием Бахмута, хотя судьба Бахмута еще не предопределена. На всех остальных участках это лишь небольшие продвижения, там местами до 3 километров, местами вообще без всяких продвижений. Собственно говоря, и все. Собственно говоря, и все наступление закончилось большим пшиком. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Украина готовится к контрнаступлению, об этом говорят все, кому не лень, в том числе и официальные лица в Украине. Совершенно этого не скрывая, да и что там скрывать. Все прекрасно понимают, что Запад выделяет приличное количество вооружений, как раз наступательных, для того, чтобы Украина провела эффективно контрнаступление, возможно, по 1-2 направлениям. Понятно, да, что если вдруг Украина действительно проведет, почему вдруг, наверное, не вдруг, а организованно, если проведет контрнаступление хотя бы по одному из направлений, это, конечно, будет довольно серьезным ударом по российской пропаганде, по российским позициям, по крайней мере, информационным. Путину будет с каждым днем все более и более сложно объяснять, что и где делается, да, я имею в виду на фронте. И зачем вообще вся эта война, когда псевдореферендумы на так называемых новых территориях, якобы, да, присоединенных по Конституции Российской Федерации к России,
если этих территорий все равно невозможно удержать? Зачем тогда все это? Зачем? Зачем были эти псевдореферендумы? Зачем надо было убивать такое количество людей? Зачем надо было... я понимаю, что, видимо, большая часть наших соотечественников, граждан России, не будет задаваться вопросом, зачем надо было убивать украинцев. Ну, так работает пропаганда, к сожалению. Но зададутся вопросом, зачем надо было убивать столько россиян, в том числе и призванных по мобилизации. Ведь это совершенно не войны, это не добровольцы, это не контрактники, это людей, которых за шкирку, извиняюсь, взяли, притащили на так называемые местные штурмы. Эти вопросы будут возникать чем дальше, тем больше. Ответы на них придется современной российской власти искать в режиме таком, в очень напряженном. Посмотрим, как будут развиваться события. Я говорил уже неоднократно, и я повторяю свои предположения, ну или давайте это назовем прогнозами. Я очень не люблю делать прогнозы, тем более предположения, но вот в скором времени я вижу, по крайней мере, уже процессы, которые ведут к тому, что ситуация в скором времени начнет меняться кардинальным образом. Так, мы с вами уже более 11 минут в эфире. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим. Это главное, это искренне. Мы работаем для вас. Задавайте свои вопросы в комментариях к нашему вчерашнему ролику, и завтра я уже на них отвечу. Большое спасибо, что были со мной. Всего доброго. До свидания.